Друзья, всем привет! В эфире рубрика «Обзиратель» и я, ее постоянный ведущий Диман Мановаров. Ну понятно, канал там не принадлежит. И сегодня на обзоре, надеюсь, полезное, вот оно, устройство, приспособление, водонагреватель проточный, легко монтируемый. Вот так выглядит коробка, а вот так выглядит содержимое. Также в комплект идет инструкция и что еще? Ну, собственно говоря, само приспособление, куча насадок. Помимо насадок вижу еще хомут, какой-то ключ, резинка, ну и так далее. В общем, будем со всем этим разбираться. Итак, значит, вот эта штука у нас надевается непосредственно на кран. Про комплект насадок я говорил. Производитель гарантирует, что все подойдет абсолютно на любой кран. Так вот, этот проточный водонагреватель взял для чего? Скоро отключают горячую воду. А сами знаете, помыться вот это с ковшиками, да, потом посуду помыть тоже. Поэтому некоторые неудобства в этот момент происходят. Но на кухне вода горячая, например, нужна по-быстренькому помыть. Когда ты еще и один, то очень неудобно и плескать себе, и мыть, и все такое. Но сами сталкивались, знаете. И быстрый душик принять иногда тоже очень и очень хочется и приятно, когда воды горячей нет в системе. Слегка изучив инструкцию, что в общем-то всегда необходимо, пришел к выводу, что монтаж достаточно прост и незатейлив. Подбираем подходящую насадку, подсоединяемся непосредственно к крану, втыкаем вилку в розетку, открываем кран, регулируем напор, пользуемся подогретой водой. Так, ну что, вроде бы выглядит все достаточно просто. Перемещаюсь в ванную комнату, подключаю, пробуем. Сейчас изменится, конечно же, звук, освещение и все остальное. Но извините, студию в ванной сгородить я не могу. Так, ну что, мы уже в ванной. Выкручиваем сеточку аэратора. Заодно можно ее почистить. Но при необходимости даже и поменять. Подбираем из набора подходящий по размеру переходник. Я использую резиновую прокладку, которая была уже в кране моем. Но в комплект идет пара прокладок как раз самых ходовых размеров. Вкручиваем подобранный переходник в смеситель. Но не просто вкручиваем, а снимаем с нагревателя вот это уплотнительное кольцо. И через него осуществляем соединение. Для удобства закручивания в комплект идет вот такой ключик. Мы его вставляем в специальные пазы и проворачиваем. Вот и все. Вот эта гайка, она должна вращаться свободно. Самое главное, переходник, чтобы с резинкой очень хорошо уплотнился и сел по резьбе на свое место. Теперь подсоединяем само нагревательное устройство, сам нагреватель. Прижимаем к переходнику и накручиваем гайку. Повернуть можем. Потребляемая мощность 3,5 киловатта у данного прибора. И он рассчитан на включение в обыкновенную розетку. Так, и теперь, если мы открыли воду, наблюдаем. Просто холодная вода течет. Далее переводим его в режим нагрева. Из второго крана начинает бежать достаточно комфортная по температуре вода. Обратите внимание, кран открываю, закрываю, ничего не происходит. Почему? Потому что пользоваться мы можем уже теперь непосредственно краном на самом нагревателе. Надо, открыли, просто холодная вода побежала. Надо подогреть, открыли, прибор включился и греет. Регулировка температуры осуществляется с помощью напора. Чем меньше напор, тем горячее вода на выходе. Ну что ж, давайте резюмирую как-то в конечном итоге. Значит, что? Прям кричать, что вау, это спаситель, я не буду обманывать. Я могу сказать, что вау, это помощник. То есть полноценной замены, допустим, накопительному тому же нагревателю, либо мощному проточному
к которому строится отдельная линия электроподачи, электрозащиты. Ну, не будем вдаваться в подробности. Нет, это обычный бытовой простенький нагреватель, обычный прибор. Он предназначен для кратковременного использования, то есть посуду полоснуть, себя быстро полоснуть. Он не сможет долго, непрерывно подавать вам именно горячую воду. Да, он нагревает, то есть, но все зависит от напора. Ниже напор, выше температура. То есть регулируем, выбираем режим работы его, используем. Скажем так, принять душ быстро, да. Чтобы с хорошим напором, может быть, придется пожертвовать температурой, и это будет несколько бодрящий душ. То есть все здесь очень вариативно, скажем так. В целом отзывы, я почему брал эту модель, отзывы достаточно положительные, отзывы хорошие. Вот. То есть люди пользуются. В основном отрицательные отзывы — это отзывы тех людей, которые не оправдались в своих ожиданиях. То есть они брали и думали, сейчас у них тут будет горячая вода, мы прям ванну наберем. Нет, давайте будем реалистами. Все-таки 3,5 киловатта, поток. Мы видим размеры прибора. Да, вот он поработал, он уже горяченький, в общем-то. То есть можно его, в принципе, даже охлаждать. Каким образом? Отключили от сети, пропускаем через него холодную воду. В инструкции об этом ничего не сказано, но я буду поступать именно так. То есть, чтобы через узел нагрева, через всю систему его проходила холодная вода и охлаждала его самого. То есть, лишних нагревов нам не надо, перегревов тем более. Вот, собственно говоря, вы все видели, вы все слышали. Буду эксплуатировать, вопросы можете задавать в комментариях. Честно, поделюсь, как обычно, то есть, понравилось, не понравилось. Приобретал я его, приобретал на Яндекс.Маркете, ссылку я выставлю в описании. Видел на Алиэкспрессе, удивился, что там и дольше, и дороже. Вот. Поэтому взял поближе, подешевле, как говорится. Все, больше добавить мне нечего. Вот, все как есть, рассказал, показал, собственно говоря. Все просто, как видите, никаких сложностей, никакого специнструмента, ничего не надо для монтажа и для демонтажа. Все делается быстро. Ну, на этом спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео было полезно, мои комментарии тоже. Всем до новых встреч. Пока.